Захват Санкт-Петербурга? Экстренная подготовка к боям в северной столице. Кто готовит нападение? Ужасная трагедия. Сотни людей пропали без вести. Страна экстренно запрашивает помощь. Окончательный разрыв отношений. Экс-союзник назвал РФ главным врагом. Резкая смена курса. Москве земли мало. Россиян хотят отправить с новыми миссиями гораздо дальше Донбасса и Одессы. 3 секретных указа Путина. Зеленский обратился к военным, и сразу 2 экс-президента под следствием. Об этих и других событиях к утру четверга, 27 августа. Четверг на дворе, до выходных рукой подать, но новости ждать не любят. В эфире «Нехта», с вами Олесь Корниенко. Россияне захватили очередной населенный пункт Украины. Речь идет о Писаревке в Сумской области. Есть только один небольшой нюанс. Это село оккупанты взяли уже 2-й раз. В ВСУ новую «победу» в кавычках врага прокомментировали с сарказмом. Приписывать себе несуществующие достижения – давняя российская традиция. Советуем врагу определиться, Писаревка контролируется или освобождается по кругу. Группировки «Курск» добавили, что населенный пункт находится под контролем сил обороны, а бои на этом направлении продолжаются. А пока российская пропаганда мечтает о новых захватах, Владимир Зеленский снова приехал на фронт. Впервые вместе с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Президент посетил Александровское направление и встретился с бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Враг начал полномасштабную войну после 30-й годовщины независимости. И вы с гордостью и стойкостью боретесь за нее уже почти 5 лет. Безусловно, это самое дорогое, что у нас есть. Люди – это и есть наша страна. Наша держава. Именно на этом Александровском направлении украинские войска в последние месяцы проводят одну из заметных контрнаступательных операций. Ранее сообщалось об освобождении сотен квадратных километров и десятков населенных пунктов, а накануне бойцы корпуса «Хартия» освободили еще 7,5 квадратных километров леса возле Двуречной в Харьковской области. Вот, кстати, сколько раз на фронте был Путин? Кто помнит? Во всем мире целых 2 дня гадали, что стоит за таинственным визитом главы ЦРУ в Москву, и вот слово взял сам президент США Дональд Трамп. Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. А вот Путин по поводу неожиданного визита Джона Рэдклиффа в Москву ничего не сказал, но именно в тот день подписал сразу 3 секретных указа. Как заметило издание The Moscow Times, на портале правовой информации за 25 августа опубликованы указы 608, 609 и 610, а предыдущий открытый документ от 24 августа имеет номер 604. Значит, указы 605, 606 и 607 существуют, но их содержание засекречено. А сейчас пристегните ремни. Российские силовики готовятся к отражению нападения натовской военщины с Запада и даже боям за малую родину Путина. В Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Росгвардия и пограничники ФСБ тренировались искать и задерживать условные диверсионные группы, перекрывать маршруты и штурмовать транспорт. Москва все чаще объясняет такие меры угрозами со стороны соседей. Весной ФСБ обвинила Финляндию и Эстонию в провокациях на границе. Летом власти Мурманской области говорили об активности иностранных ДРГ и вводили тотальные досмотры машин. А с 1 июля Россия вообще закрыла железнодорожные переходы на границах с Финляндией, Латвией и Эстонией. Как думаете, эти 3 страны с суммарным населением менее 9 миллионов человек на самом деле готовятся к нападению на Россию? Или все совсем наоборот? Плохая новость для россиян. Очереди на заправках не рассосутся. Сосед и формальный союзник отвернулся спиной. Крупные НПЗ Казахстана отказались спасать РФ от дефицита бензина. Как сообщает Reuters, Павлодарские и Атырауские заводы получили разрешение поставлять топливо на российский рынок, но пользоваться квотами не стали. Причины простые. Проблемы с оплатой через российские банки, но это полбеды. Один из собеседников агентства прямо сказал:
сказал: никто не хочет попасть под санкции. К тому же бензина сейчас не хватает и самому Казахстану. Спрос высокий, а дефицит топлива уже ощущают и соседние страны. В итоге помогать России согласился только небольшой завод «Конденсат». В июле он отправил в РФ около 9 тысяч тонн бензина, а в августе начал перерабатывать российскую нефть. Москва продолжает давить на Ереван, а в Армении взялись за пророссийских политиков самой высшей пробы. Третьему президенту страны Сержу Саргсяну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Накануне его вызвали в антикоррупционный комитет, но подробности дела пока не раскрываются. Параллельно продолжается расследование против второго президента Армении Роберта Кочаряна и его семьи. Сына бывшего президента Седрака Кочаряна арестовали на 2 месяца, а по адресам семьи пошли обыски. Всего по делу задержано 6 человек. Расправляются с украинцами не только российские войска, но и суды. 70-летнюю жительницу Запорожской области Светлану Лой признали виновной в госизмене из-за 24 платежей через украинский банк. Ее отправили в заключение на 15 лет. Суд отдельно указал, что женщина придерживалась антироссийских взглядов, хотя после оккупации получила российский паспорт. Апелляцию рассматривали в закрытом режиме. Перед оглашением решения Лой начала петь украинскую песню. И в тот же день еще одну пенсионерку из оккупированного Бердянска, 74-летнюю женщину, приговорили к 14 годам колонии за перевод в ВСУ всего 1500 гривен. Фактически, учитывая возраст осужденных и условия в российских колониях, обе женщины получили пожизненное. Стариков в ГУЛАГ, но и о молодых путинский режим не забывает. В России готовят учебник по истории Украины. Это, с позволения сказать, пособие будет написано не для российских, а для украинских детей. Причем даже не на оккупированных территориях. Такое заявление сделал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Мы будем говорить правду. А как донести его до школьников на той территории, которая находится еще под контролем киевского режима, это уже отдельный вопрос. Ранее Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов представили отдельный учебник «История Донбасса и Новороссии» для детей на оккупированных территориях. Теперь уже Мягков и компания обещают рассказать правду о том, как появился украинизм и кто его якобы запускал, и почему украинцы сегодня считают себя отдельным народом. Интересно только, где в свое время Мягков, Мединский и Путин были во время школьных уроков истории. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Диверсии в Европе поставлены на поток. В Словакии предотвратили поджог завода, где производят беспилотники для Украины. Местная полиция задержала 2 подозреваемых в стране, а еще одного поймали коллеги-правоохранители в Германии. У фигурантов нашли напалм, инструменты, камеры, телефоны и план объекта. По данным «Денник Н», целью был завод украинской компании Skyton в Прешеве, где выпускают разведывательные дроны «Рейберт». И это уже 4-й такой случай в Европе за пару недель. В августе горели или подвергались атакам 3 предприятия, связанные с поставками оружия Украине в Эстонии, Италии и Болгарии. Даже интересно, кто же может за этим всем стоять? Сотни людей пропали без вести после мощного наводнения в Непале. Сначала случилось землетрясение, а оно вызвало оползень в горах у границы с Тибетом. Обрушившаяся порода перекрыла русло нескольких рек, после чего вода вместе с грязью и камнями хлынула на населенные пункты. По данным непальских властей, пропавшими числятся почти 400 человек, и большинство среди них иностранные туристы. Также нет связи с десятками полицейских и военных. Спасатели уже нашли десятки погибших и смогли вытащить из воды около 100 живых, но реальные масштабы бедствия пока неизвестны. Добраться до пострадавших районов сложно. Дороги затоплены, а сильный ветер мешает работе авиации. Непал уже запросил помощь у Китая и Индии. Венгрия официально меняет тон в отношении Москвы. Новое правительство Петра Мадьяра назвало Россию угрозой для Венгрии, Европы и мирового порядка. Такая формулировка содержится в инструкциях венгерской делегации на Генассамблею ООН, пишет Die Zeit.
Будапешт также осудил российскую агрессию и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Это серьезный разрыв с курсом Виктора Орбана, при котором Венгрия годами тормозила санкции и критиковала помощь Киеву. После прихода Мадьяра отношения с Украиной заметно потеплели. Будапешт разблокировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и урегулировал часть споров вокруг Закарпатья. Но полный разворот пока не случился, замечает издание. Венгрия все еще не поставляет Украине оружие и выступает против ускоренного вступления страны в Евросоюз. Шон Пен буквально встал на колени перед Зеленским. Во время церемонии «Национальная легенда Украины» американский актер и режиссер подошел к президенту поговорить и, чтобы не загораживать сцену зрителям, опустился на колени. Зеленский в ответ присел рядом, а на видео видно, как они держатся за руки и эмоционально разговаривают. В тот же день Пен получил награду «Национальная легенда Украины». Актер поддерживает страну с первых дней полномасштабного вторжения. В Голливуде Пен давно фигура тяжеловесная. У него 2 Оскара за лучшую мужскую роль и награды крупнейших европейских кинофестивалей. Россиянам пообещали новые колонии. Это не новость, скажут некоторые, но такое заявление сделал не глава Федеральной службы исполнения наказаний, а глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал блогеру Юнашеву, как космические корабли будут бороздить небесное пространство. Первый этап – это Луна. То есть вы верите, что когда-нибудь у нас будут колонии на Марсе? Мы будем 100%, там... 100% на Луне вначале, а потом на Марсе. Ну вот только помнят ли оба, как с такой же уверенностью Владимир Путин обещал первые миссии по тем же направлениям, каких-то 8 лет назад. Лунная программа, затем исследование Марса. Первое это совсем скоро, в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса. Осталось только малую такмачку взять. Спасибо, что выбрали Нехта, спасибо за лайки и комментарии. Увидимся вечером.